А можно ли догадаться, какой город скрывается за интересными туристическими прозвищами? В этом выпуске мы с вами попробуем это выяснить. Начнем. Поднебесная. Китай – самая загадочная страна на востоке планеты. Ученые бесконечно спорят о ее возрасте, причинах стремительного развития, предрекая мировое господство в будущем. А небо в культуре и истории Китая занимает совершенно особенное место. Согласно верованиям древних народов, живших на территории современного Китая, души их предков после смерти сливались с небом, а их враги и чужие народы и вовсе не имели неба над головой. Так китайцы стали считать, что на все воля небо над головой, так как там находятся самые почитаемые их предки. Отсюда и название Поднебесная, та, которая находится под небом. Страна голубых фьордов. Норвегия – одно из самых длинных государств, знаменитое своими узкими заливами, так называемыми фьордами. Расположена Норвегия на самом севере Европы, поэтому и достопримечательности в основном посвящены зиме. Здесь находится знаменитый ледяной отель, над оформлением которого совершили огромную работу и приблизили максимально близко к владениям настоящей снежной королевы. Каждую ночь появляется полярное сияние, переливаясь при этом разнообразными красками. Выглядит очень живописно и по-детски волшебно, контраста так и ребят на улицах этой страны. Молочная ферма Европы. Дания. Один из самых крупных в мире производителей масла, сыра, свинины, яиц и особенно молока. Животноводческие датские фермы по праву признаны одними из лучших в мире в плане отношения их к экологии, окружающей среде. Также высокотехнологичное оборудование на фермах и высокий уровень профессионального менеджмента способствуют хорошему уровню защиты датских животных. Последнее относится не только к сохранению их здоровья, но и к этическому отношению к ним в процессе их содержания. Страна утренней свежести. Почему же корейцы называют свою страну страной утренней свежести? Все дело в том, что когда-то давным-давно на территории Корейского полуострова существовало древнее государство, не знавшее письменности. Как оно достоверно называлось, неизвестно, но грамотные китайцы-соседи обозначали его на письме близким по звучанию сочетанием двух иероглифов – чосон. Обычно в таких случаях о смысле иероглифов не очень-то заботились, но тут в переводе с китайского языка получилось такое красивое название – «утренняя свежесть». Государство Чосон по одним гипотезам позже распалось, по другим вовсе не существовало, но название Чосон осталось в легендах, поэтому с тех пор Корею и величают страной утренней свежести. Страна, в которой все есть. Многим знакомо выражение «в Греции все есть». Но как оно появилось на свет? Фраза впервые была произнесена в фильме «Свадьба», снятом в 1944 году по одноименному водевилю А.П. Чехова. Слова принадлежат персонажу-греку Дымбе, роль которого исполнил Осип Абдулов. Один из подвыпивших гостей на протяжении всего вечера пристает к греку, которого пригласили на свадьбу исключительно ради престижа, с однотипными вопросами о наличии тех или иных благ в Греции. Однако заморский гость уже давно обрусел и сам не знает, что есть, а чего нет в этой далекой стране, да и смысл половины вопросов ему не до конца понятен. Поэтому практически на все реплики назойливого собеседника грек отвечает словами, ставшими впоследствии крылатыми. Углубляясь в историю развития Греции, трудно не согласиться с Чеховым. В этой стране было, есть и будет действительно все. Страна появилась на обломках империи, которая славилась своей мощью и богатством. Греция унаследовала от Византии красоту и изысканность, которые испокон веков вызывали зависть у многих европейских народов.
В древности, благодаря своему выгодному расположению между двух заливов, государство являлось важнейшим торговым центром. Да и сейчас культурное наследие страны поражает своим разнообразием. На сколько вопросов вам удалось ответить? Пишите в комментариях. А также не забудьте подписаться, чтобы не пропустить вторую часть.